Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Чизкейк – очень популярный десерт в наши дни. Универсальность и простота приготовления вывели его в лидеры среди десертов. Чизкейк без выпечки – это умное решение для тех, кто хочет сделать настоящий торт без духовки. А наш чизкейк с малиной и творогом – это не только сладость на вашем столе, но и красивый внешний вид. Итак, готовим. Первым делом обычное печенье. Я взял печенье Мария. Надо мелко раскрошить. Сделать это можно блендером или скалкой в полиэтиленовом пакете. А обычное сливочное масло надо растопить. Растопленное и остывшее сливочное масло мы добавляем в раскрошенное печенье. А еще я добавлю туда корицу. Дело в том, что корица изменит цвет печенья и даст ему очень вкусный, приятный аромат. Накрываем блендер крышкой и еще раз все перемешиваем. Я беру разъемное кольцо, а если у вас нет такого кольца, вы можете взять просто разъемную форму, но без дна. Ставлю на подставку и перекладываю печенье с маслом. Трамбуем основание чизкейка. Это можно сделать просто дном стакана или вот такой вот штучкой, которую делаю я. Основание чизкейка убираем в холодильник на полчаса. Пусть оно там немножко остынет. И пока основание чизкейка лежит в холодильнике, мы готовим первый творожный слой чизкейка. Для этого я беру нежирный и невлажный творог и перемешиваю его со сметаной. Добавляем в творог сгущенное молоко. И продолжаем перемешивать. Если у вас творог в крупинках, то лучше, конечно, его предварительно перетереть через сито. Крем должен получиться очень однородным. Я беру желатин в пластинах и замачиваю его в холодной воде на 10 минут. Если вы используете желатин в гранулах, то смотрите, что написано на упаковке. Миксером взбиваем 33% сливки. Сливки надо взбивать сначала на малых оборотах, а потом постепенно обороты увеличивать. Взбитые сливки я перекладываю в крем и все перемешиваю. Прошло 10 минут, желатин набух, я отжимаю его от воды и разогреваю в микроволновке ровно 5 секунд. Если у вас нету микроволновой печи, то можно его разогреть просто на плите. Разогретый желатин я добавляю в наш крем. И крем окончательно размешиваю. Я достал основание чизкейка из холодильника. И сейчас края формы я проложу кулинарной лентой.
Если у вас такой ленты нет, вы можете не прокладывать и вовсе. Но тогда, когда будете доставать окончательно готовый чизкейк, обязательно оберните края формы теплым влажным полотенцем, немножко подержите, и тогда уже вынимаете чизкейк. Перекладываем первый творожный слой в форму с чизкейком. В форме выравниваем творожный слой чизкейка. Убираем чизкейк с первым слоем в холодильник на 30 минут. И пока он там будет остывать, мы приготовим сладкий, яркий малиновый слой для чизкейка. Переходим к слою из малины. Для этого в небольшую кастрюльку я пересыпаю малину и добавляю в нее сахарную пудру. Ставлю кастрюлю на разогретую плиту и довожу малину до кипения. Кипятить будем минуты 2-3, не больше. Малина закипела и дала свой сок. Теперь мы малину уберем с плиты и пробьем погружным блендером. Чтобы не было косточек, пропускаем малину через сито. Желатин замачиваем на 10 минут в воде. Через 10 минут мы его достанем, отожмем от воды и потом положим в малину. Набухший желатин я отжимаю. И кладу в еще теплую малину. Все размешиваю. Чизкейк достали из холодильника и теперь сверху наливаем малиновый слой. Наливать надо стараться на центр чизкейка. Убираем творожный чизкейк с малиной в холодильник на 4 часа, но лучше это сделать на всю ночь. Прошло 4 часа, и чизкейк пора доставать из холодильника. Но сначала я сделаю прозрачную глазурь, чтобы сверху покрыть чизкейк. Итак, для этого мне надо взять листик желатина и замочить его на 10 минут в холодной воде. А в небольшую кастрюльку я насыплю сахар, налью воду и кастрюльку поставлю на плиту. Все перемешаю и подожду, пока вода закипит и сахар расплавится. Вода с сахаром закипела. Мы убираем ее с конфорки и добавляем туда отжатый желатин. Кладем желатин в кастрюльку и размешиваем. Надо дать глазури остыть, и дальше ей можно покрывать торт. Творожный чизкейк с малиной готов. Я достал его из холодильника и теперь сниму с него форму и пленку. Он уже очень красивый, но сверху я его покрою прозрачной глазурью. А сверху чизкейк мы украшаем малиной.
А центр чизкейка мы украсим домашними изделиями из белого шоколада. Вот так, проявив немного старания, можно приготовить замечательный чизкейк без выпечки из творога с малиной. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!